Варлу нравится заниматься в компании. Вместе учиться проще. Возвращалась в Песню долины. Думала об этом. Но я не нашла бы, что им сказать. Хор и так уже считает меня колючкой в одежде. Знали бы они, что мы сделали с Фа. Даже если бы они поняли, им не удалось бы осознать все это. Нет. Пока назад в племя мне дороги нет. Чем занята? Гея составила перечень глифов, которыми писали предтечи. Она помогла расшифровать часть собранных тобой данных и показала, чем может помочь визор. Это непросто, но вроде получается. Рада слышать. Вижу, ты обустроилась. Гея сказала, это место построено для нас, чтобы мы управляли землей с помощью ее системы терраформирования. Ухаживали за ней, как духи земли за полями Песни долины. Так странно, что забота о жизни вокруг исходит из этого железа. Гея рассказывала что-нибудь о зенитах? Да. Хотя поверить в это мне было сложно. Представить, что среди звезд есть места, где жизнь может цвести, как здесь, это нелегко, мягко говоря. И очень грустно, что эта жизнь жаждет уничтожить всех нас. Пообщалась с Каталло? Чуть-чуть. Тенакт недолюбливают нас, чужаков. Ты произвела на него впечатление, раз он пошел за тобой. Итак, ты говорила с Геей? Да. Она согласилась поделиться со мной историей мира предтеч. Рассказала об их кончине и о подвигах ее создательницы Элизабет Собек. Я удивилась, поняв, что это ты. Ушедшая, но возрожденная. Правда, я совсем не понимаю, как. Ты же уже познакомилась с Эрэндом? Конечно. Друг Варла и мой друг тоже. Хотя этот друг очень громкий. Как же такое мирное племя Утару сумело заключить мир с воинственными Тенакт? Мы отбили их атаки. Когда у нас был богатый урожай, Тенакт сильно завидовали нам. Но чаши Песни долины давали нам убежище и высоту, с которой легко обороняться. В итоге даже Тенакт поняли, что мир выгодней. Утару раз в год делились с Тенакт едой после сбора урожая. А Тенакт присылали к Утару опытного воина, ветерана, чтобы он обучал нас бою. Через несколько лет после помешательства про это забыли. Но в долине живет несколько ветеранов. Я хотела спросить, что у вас за разногласия с хором? Кажется, вы не очень-то ладите. Так бывает, когда ты Утару, которая открыто бросила им вызов. Дважды. Когда Карха вторглись в земли Утару, они не просто напали на наши деревни. Они сожгли поля, угнали людей в рабство и убили тех, кто был слишком слаб, чтобы дойти до Меридиана. И стать жертвой в Кольце Солнца. Я тогда помогала целителям. Песню долины заполнили беженцы. Хор не мог решить, как поступить с захватчиками. Кто-то предлагал воевать, а другие верили, что нас укроют чаши, как и много раз до того. А пока они спорили, я хоронила семена погибших. Наверное, тебе было тяжело видеть, как народ страдает от захватчиков Карха. Я родилась в деревушке у Песни долины. Моя бабушка часто говорила, что там может прорасти любое семя. Я поселилась в чашах, когда стала ученицей целителя.
Когда начались красные набеги, я думала вернуться. Но раненые пребывали в Песню долины день за днем. И я так и не ушла. Однажды я узнала, что минувшей ночью отряд Карха разорил нашу деревню. Я бросилась туда с целителями, чтобы помочь выжившим. Но их не было. Мне никак не забыть вонь горящей плоти. Мне жаль, Зо. Когда мы вернулись, я сразу же отправилась к Хору и потребовала начать борьбу с захватчиками. Хор отказал. Мне пришлось сражаться самой. Ты отправилась сражаться с Карха одна? Да. Но оказалось, у меня есть сторонники. Новости о моих разногласиях с Хором разлетелись по долине. Ко мне пришло больше дюжины воинов Утару, готовых сражаться с врагом. Мы знали, что нам не выстоять против Карха в бою. Но мы намного лучше них знали местность. Мы нападали на лагеря по ночам, похищали припасы, устраивали засады на малые отряды. Похоже, вы доставили им немало проблем. Даже Тенакт это заметили. Когда кланы стали теснить Карха, они приняли нас в свои ряды. Мы гнали врага до самого света пустоши. Значит, ты была у света пустоши, когда Тенакт победили Карха? Шериф и Тенакт забрались на утёсы преграды под покровом ночи и напали на врагов сверху. Ворота сразу оказались открыты, и кланы прорвались в крепость. А дальше было то, что я не хочу вспоминать. Когда пыль улеглась и кровь стекла, я ее почувствовала. Вонь горящей плоти. Враг был побежден. И мы с остатками отряда вернулись в земли Утару. Я снова поселилась в Песне долины. Но урожай за урожаем никак не могла прийти в себя. Тогда ты стала отпевницей? Подумала, если буду помогать другим, то и мои страдания уйдут. А потом пришла ты и дала мне выбор. Я могла дальше петь на могилах людей или начать сражаться за их жизни. Я рада твоему выбору. Ладно, пожалуй, мне пора. Ты правда ищешь сигнал, который посылает один из ростков Геи? Вроде бы. Станет ясно, когда мы его найдем. Осторожнее. Хорошо. Кажется, дверь теперь открыта. Гея, что это была за комната? Здесь должны были отдыхать сотрудники Центра управления. К сожалению, модули развлечений пропали с базой данных Аполлона. О, очень жаль. Еще одна комната. Что в ней? Включить личный дневник. Так, что ж. Центр управления регионом 9. Разработка комплекса идет по плану. Когда Гея построит его, там будет все, что нужно. Кроме живой струнки. Поэтому я внесу свои поправки.
пару приятностей. И начну с этого маленького тайника. Августу это пришлось бы по душе. Он любил тайные проходы, как в старых английских замках. Но я придумал кое-что получше. Мой маленький шедевр, если позволите. Должны быть еще данные. Не выйдет. Дверь заперта, пока Гея не получит доступ. Может, стоит еще раз поглядеть?
что-то задумала? Ты уже давно. Что скажешь? Признаюсь, я удивился, увидев здесь Утару. Из фермеров выходят плохие солдаты. Я слышала, она вела людей племени против Карха. Гнала их до света пустоши. Любопытно. Возможно, я не прав. Почему ты покинул клан, чтобы стать шерифом? Текоте послал меня на Кульрут. Тогда я подчинился бы любому его приказу. Я верил ему, как родному отцу. Я был слеп и не видел страха в его глазах. Страха перед молодым воином, который может заменить его. После света пустоши я стал героем для клана. Но для него я стал угрозой. Он не мог понять, что власть меня никогда не привлекала. Почему Текоте решил, что после Кульрута ты прекратишь угрожать его власти? Текоте знал, что если я выживу на Кульруте, мне придется отречься от клана и служить всем Тенакт. И я не смогу стать предводителем, даже если захочу. После победы у Света Пустоши Текоте произнес речь. Сказал, что мы не имеем права подвести Хикару и не отдать меня в шерифы. Хотя он отлично знал, что я не хотел уходить из клана. Это была ссылка. Почетная, но ссылка. И я просто не мог отказаться. Так я стал шерифом и забыл о прошлом. Жаль, что все так сложилось. А мне нет. Пусть сперва и было больно, но мне суждено было стать шерифом. Когда мы были у Вала, стражники говорили что-то о крыльях десятых. И Хикару упоминал их на Кульруте. И Дека тоже. Что это значит? Видения поведали нам, что десятые летали на огромных крылатых машинах и нападали на врага с небес. А мы стараемся подражать их подвигам и воинскому мастерству. Поэтому на Кульруте претенденты спрыгивают на арену. В детстве я мечтал о полетах, о чувстве свободы и о трепете перед небом. Что тебе ответил Хикару, когда ты сказал, что уходишь сюда? Ты спасла рощу от мятежников, помогла объединить кланы. Что он мог мне ответить? Он все понял. Что ж, рада принять в свой отряд его лучшего шерифа. Хоть и на время. Верю. Мне пора идти. Я вернусь к тренировкам. Да, того звали Аид. Гей, не нужен? Думаю, всем без него будет лучше. Вот и она. Готова к выходу? Пошли. Но мы даем. 3 закаленных в боях воина разгадывают страшную тайну. Молот мне в жерло. С менее крутой горы. Зов о помощи. Прийти не мог, да? Дикарь.
Без Эля не разберешься. Варл, глянь, нет ли там чего-нибудь. Сейчас. Осмотрим поле боя. Начнем с нее. Что ж, зенитов явно больше, чем мы думали. И как ты сражалась Из-за с снега у таким? меня вся одежда. И я выжила чудом. Эти мятежники как-то сумели отключить ее щит. Но что она тут делала? Можно прослушать последние переговоры, но надо еще просканировать все вокруг. А что это за дикое оружие у нее было? Она его как будто из ниоткуда Что? доставала. Привет, Вербена. Но теперь Какие его- новости? Я везде проверила, Ну, делай объекта свое нигде дело. нет. Подожду. Может, прекратим этот бессмысленный поиск? Давай не будем забывать о том, кто его упустил. Результаты мне нужны до заката. Как думаешь, справишься? Погоди, кажется, я что-то вижу. Мать моя кузня. Ну и бардак. А тут прохладно. Положу в сумку.
Положу в подсумок. У этого призрака была задача помочь в Мятежники поисках Танак, Азерам, объекта. Зенит и клятая машина. Интересно, что это за объект? Мне надо выпить. Похоже, мятежники провели здесь какое-то время. Наблюдали за округой? Азерам с Визором? Похоже, он отправлял куда-то данные о том оружии. Оружие еще горячее. Надо разобраться, как оно работает. Но сперва оно должно остыть. Ладно. Кажется, я поняла, что тут произошло. Вернусь к Эренду. Ну что, так что видит невидимое. Чего там увидела? Нападение было спланировано. Я нашла их стоянку наверху. Мятежники сидели тут в засаде уже несколько дней. Они ждали, пока появятся зениты. Ждали, чтобы испытать оружие. Персональные щиты делают зенитов неуязвимыми, но это оружие их отключило. Те Азерам отсылали всю информацию куда-то еще. Это было испытание прототипа. Я слышал о подобных испытаниях. Копатели всегда сперва пробуют почву. Раз он взорвался, значит, не доделал. Она искала тут что-то потерянное. У ее дрона был приказ обнаружить некий объект. Объект? В смысле, ту функцию, которую мы тут ищем? Элифию? Вряд ли. Ладно, поговорим с Варун. Спуск тут длинный. Что-то пробило туннель прямо в гору. И недавно. Должно быть какая-то мощная штуковина. Та зенит, которую убили мятежники, искала какой-то объект. Не знаю, что это, но думаю, оно где-то внизу. Ясно. Значит, спускаемся. Эренд, побудь здесь на страже. Сюда могут заявиться еще зениты. Не хочу, чтобы они застали нас врасплох. Что увидишь, сообщи по визору. Ладно, если будут проблемы с Вистом. Идем. Там внизу
какие-то руины предтеч. Ты сказала, у зенитов есть своя копия Геи, да? Да, есть. С полигона. Так может, они пришли за Элифией? Нашли ее укрытие, и она послала сигнал бедствия. Возможно. Похоже, это какой-то центр данных. Попробую получить доступ к системам комплекса с той консоли. Никогда не видела такого передатчика. Кажется, он самоуничтожился. Лаборатория дальнего зенита. Похоже, недавно был передан большой объем данных. Вон с того устройства. Элифия сбежала? Если она вообще была тут, возможно. Но тогда почему зениты все еще ищут этот объект? Давай смотреть дальше. Здесь хотя бы нет гигантской машины-убийцы. И ты ничего не взрываешь. Тут столько всего. Интересно, чем тут занимались? Должно быть, зениты тут много чего интересного изобрели. Ради своей выгоды. Да, это на них похоже.
Криптогенные камеры. Я видела такие в колыбели Нового Рассвета. Зачем они нужны? Я же говорила, что меня создали, а не родили. Вот в такой штуке. Машина для создания Комплекс людей. все еще работает. Потрясающе. Давай, да. Просторно. Может, это какой-то склад? Может, тот объект где-то здесь? Тогда странно, что зениты его не нашли. Давай поищем. Скажи, как Эрент воспринимает все это на самом деле? Ну, Гея, зениты, визор. Это сложно. Но когда я догнал его в преграде и сказал, что тебе нужна помощь, он все бросил и пошел. Он надежный, верный друг. Кажется, нет.
Сумка забита. Потом заберу из хранилища. Пункт управления доступом к складским ячейкам. Можно узнать, нет ли в них объектов? Ну, попробуем. Доступно 236 контейнеров. Пожалуйста, введите номер нужного вам контейнера. 236. В том сообщении был же какой-то номер. Да, ты прав. Элой. Это ты. Холодная, как лед. Вырезала у себя из головы. Но зачем? Привет, Элизабет. Прости, я не знаю, как тебя еще назвать. Меня зовут Бета. Придется говорить быстро. У меня есть всего пара минут, пока мою пропажу не обнаружат, и надо удалить имплант. Я надеялась спрятаться у тебя, но... Раз ты это смотришь, я мертва. Будь осторожна с дальним зенитом. Они беспощадны. И Элифия, Артемида и Аполлон уже у них. Но они хоть не нашли Гею для слияния. Ты должна успеть. Или все было напрасно. Удачи. И прощай. Так она... Еще жива! Надо увести ее. Ничего себе, они летают? Элой. Элой, эта штука передает мой голос. Что такое, Эрент? Тут парочка этих призраков с неба свалилась. Один из них направляется к вам, другой остался ждать тут. Мы поднимаемся. Сиди в укрытии, жди нас. Понял тебя. Укрой ее в той комнате. Мы должны спасти ее любой ценой. Я ее защищу. Подготовимся к появлению призрака. Нельзя пропустить его к Варлу и Клону.